Были и погони, и приемы, оружие. На первом плане творчество, а личность позади. Начиналось жестко, 90-е, гетто-разборки. Пособие по безработице? Конечно. Упорство, имя и стиль. Друзья, всем привет! Сегодня особо опасный выпуск. У нас в гостях граффити-художник Раско, самый известный на всей планете граффити-художник. Никто не знает, как он выглядит, даже я не знаю, как он выглядит, поэтому сегодня он в маске. Сегодня будем говорить про граффити, которое уже, как многие считают, умерло, и узнаем у самого, собственно, влиятельного в этой сфере человека, так ли это на самом деле. Так вышло, но это вранье. Расскажи, как ты начинал вообще свой путь в граффити? Сколько ты, во-первых, в этом лет уже? Как все начиналось? Начиналось жестко, 90-е, гетто-разборки. Первые граффити на стенах случайно я как-то видел в конце 90-х. Не понимал, что это, не понимал, как это называется, что за надписи. Какие-то случайные имена, мне казалось, какие-то бандиты, нереально крутые чуваки, раз они могли свое имя написать так на стене. И долго не решаясь, потом как-то я начал к этому подходить и пробовать делать первые надписи на бумажке. Перешел на стены, офигел, как быстро кончается краска, но меня это заворожило, и я так продолжал развиваться. Расскажи, пожалуйста, как ты монетизируешь вообще свое творчество, потому что большая часть твоих работ, они находятся на стенах, в городском пространстве, и вряд ли тебе за это кто-то платит. Все-таки стрит-арт остается стрит-артом, визуальный вандализм, да, это твое направление. Вообще, монетизируется ли это как-то? Есть ли какие-то частные коммерческие заказы, сотрудничество с кем-то? Есть пособия, реклама, различные темы. Я сильно не стараюсь ударяться в коммерцию, поэтому мое творчество остается свободным. И я делаю то, что я хочу, не думая о деньгах. Также стараюсь другими способами их мутить, зарабатывать, легальными, нелегальными. И как бы оставляю творчество самому себе. Ты искал пособие по безработице? Конечно. Ты сиди, как у всех нигеров, да я шучу. Когда начинал рисовать, не было никакой информации, интернета, не было самого слова граффити, я не знал, что я вообще делаю. Для меня это было просто как надписи на стенах, и, собственно, не было даже имени, потому что не было самой идеи, что нужно писать только имя. Как-то это позже пришло. И всякие надписи были вроде хип-хоп, там арт какой-то, спрей, все такое. И дальше это сформировалось, и с притоком информации, интернетом, каких-то журналов стал развиваться стиль. А до этого приходилось все осваивать как бы самому из ничего, то есть создавать с нуля эту культуру. Ты сказал, что творчество ты оставляешь независимым, то есть на всей своей творческой деятельности ты ни разу не зарабатывал ни копейки, не считая мерча, да? Ну, практически так, то есть коммерческих надписей в моем стиле я делал буквально единицы, и это как-то не освещено. То есть нет такой цели именно получать деньги с творчества, хотя я не против. Ты сказал, что, получается, у тебя есть другие источники дохода. Это какая-то наемная работа или что? Это можешь об этом рассказать? То есть как ты зарабатываешь себе на жизнь? Мерч, реклама, просто заработки, которыми я давно занимаюсь, других увлечений. Например? Но я просто об этом не буду сейчас рассказывать. Это слишком долгая отдельная история. Я считаю это правильно, потому что это дает свободу в творчестве, когда ты не зависишь от денег с этого творчества. В чем, как ты считаешь, твой секрет успеха? Потому что ты один из самых популярных граффити-райтеров на территории России, и в том числе и на Западе. И далеко не многие ребята достигали таких успехов, хотя, в принципе, вы все занимаетесь одним и тем же, да, вы рисуете куски, конечно, все в разных стилях, в разном качестве, но, тем не менее, ты добился каких-то нереальных просто масштабов. Просто все это время ты писал только одно свое имя. И вот такой вот взрыв. Как ты думаешь, с чем это связано? Ну, успех связан, во-первых, с самим именем, потому что оно важно, и оно у меня самое крутое. Во-вторых, я всегда был к этому true. Мне это нравилось, я этим жил. И даже если я не рисовал, я думал об этом. Все было, конечно, не продумано и пришло само. То есть я не был нацелен и уверен в каком-то успехе, что я там стану известным. Я, например, об этом мог только мечтать. И это взяло и пришло. То есть я в это вкладывал всего себя и получал отдачу. Плюс я всегда работал над стилем, и меня интересовало именно делать что-то оригинальное.
Как бы были интересные работы, но повторяя за другими, ни к чему прийти невозможно было. И я всегда старался именно найти свой стиль. То есть, получается, упорство, имя и стиль. Как ты вырабатывал свой собственный стиль? То есть какой у тебя был путь? С чего все это начиналось? И как ты пришел к тому, в каком стиле рисуешь сейчас? Может, расскажи, чем ты вдохновляешься? Возможно, есть какие-то другие источники помимо творчества, откуда ты черпаешь какие-то идеи? Может быть, это музыка или еще что-то? Ну, начиналось это все с случайных мимолетных впечатлений, которые как-то отложились в голове, то, что я мог запомнить. Дальше сильно развивать это не получалось, потому что когда у тебя нет информации и ты ничего не видишь, ты очень долго идешь к развитию. Дальше пошли какие-то журналы, и, естественно, это оставляло впечатление. Я всегда старался запоминать стили, чужие работы и как-то это не срисовывать, а по-своему перерабатывать, пропускать через себя. И путь петлял, и постепенно я выбрал из именно всех граффити стилей чего-то внешнего свое видение, самые лучшие моменты. Изучал цвета, сочетание цветов, я их мог брать с природы, опять же, с чужих работ. То, что мне нравилось, откладывалось у меня, я это старался запоминать и воплощать. Как ты мог бы описать свой стиль? Есть ли у этого стиля какой-то манифест, может быть, какое-то описание? Как ты вообще характеризуешь, чем ты занимаешься? Мой стиль — это хип-хоп, ниндзя, бомбинг, что-то такое. Я стараюсь не отдаляться, а оставлять уличную составляющую этой культуры, но при этом развивая. Считаю, что рулит только оригинал, но при этом все равно мои рисунки — это хип-хоп, это граффити, но с чем-то новым, с какими-то объемами. И я не стараюсь не повторять старых стилей влияния, там, какое граффити было в 90-х, 70-х. Мне именно интересно, какое оно сейчас, как оно развивается. Я за этим слежу и активно принимаю участие вообще в формировании граффити. Вот оно растет, стили меняются, какие они были и какие есть сейчас. Ты говоришь, что граффити меняется и растет, но многие считают, и мне тоже так кажется, что граффити сейчас умирает, или если вообще уже не умерло, именно в России. То есть вот та культура, которая была годами ранее, когда, да, то есть у нас был андеграунд, когда разрисовывали электрички просто каждый день пачками, когда теги были просто буквально на каждом свободном квадратном метре, все ребята одевались в кархарт и так далее, просто каждый носил свой маркер, сейчас уже по большей части всего этого нет. С чем это связано и согласен ли ты с тем, что граффити реально уже у нас почти умерло? Отчасти. Сначала, когда пошло граффити в конце 90-х, 2000-х, это не было модой. И те, кто начал, они действительно это любили. Затем, с появлением информации, все это стало модой, и люди туда просто шли лишь бы быть, то есть не ради самого рисования. И следующим этапом было, когда резкое подорожание курсов валют, и молодые художники, так скажем, они просто уже не могут сейчас взять и начать рисовать граффити. Это очень сложный и долгий путь. Ты не можешь сразу взять баллон, у тебя ничего не получится, в отличие от той же кисти или маркера. И плюс вложения стали гораздо более ощутимыми, и поэтому всякая молодежь с ослабеванием моды и увеличением цен, она не вовлекается в эту культуру, и остаются только профессионалы. Но если сравнить граффити как хип-хоп с тем же рэпом, когда туда пошли деньги, то есть музыканты, получившие какой-то успех, они уже не андеграунд, им уже не интересно гетто, вот эта вся ерунда. Они делают деньги, делают другую музыку, и эта культура у них также поменялась. Также сейчас граффити, оно смешивается с каким-то стрит-артом. И если взять многих давно начавших старых художников, они полностью сейчас на коммерции, то есть им интересна именно работа на заказ, на продажу, и никакой не граффити, может быть, единицы пытаются как-то дальше развивать свой стиль. Поэтому оно как бы и умерло, и развивается, и немножко преобразовывается. Сейчас еще активно развивается, ну это уже не граффити, но как бы в этом стиле диджитал направление, то есть сейчас новые планшеты, ты можешь посмотреть, люди прям рисуют много эскизов. Из-за этого очень популярное направление, как скетчинг сейчас, может быть, даже популярнее стен. И диджитал тоже сейчас набирает оборот. У нас эта культура все равно молодая. Если я бываю в Европе, то там я самый мелкий. Там реально люди там 50 лет, они в этом.
К тому же это устоявшаяся культура, не подверженная моде, и она как было интересно, так и будет там. У нас больше как-то волнами идет. Может быть, когда-то сформируется такое, что культура будет более независимой от моды. Сколько раз ты встречался с правоохранительными органами в процессе того, как рисовал на улицах? Очень много раз. Я рисую, в принципе, не ради этого, не ради экстрима, но, естественно, он случается. Если сначала ты пугаешься, могут трястись колени, то потом ты набираешь опыт, понимаешь, как общаться, как себя вести, где уходить, где нет. И проблемы эти тебя не столь сильно заботят. Ну, может быть, какое-то внутреннее волнение. В принципе, всегда все решается нормально. Были и погони, и приемы, оружие, все дела, но все заканчивалось нормально. Тебе приходилось откупаться деньгами? Бывало и такое, потому что это простой способ. Ну, то есть можно идти на рога и говорить, я ничего не делал, ничего платить не буду, либо дать на лапы и уйти сразу. Сколько самая максимальная сумма, которую ты за один раз отдавал, чтобы тебя отпустили? 1000 рублей. 1000 рублей? Да. То есть вот так все просто. Рисуешь ли ты до сих пор на поездах? В последнее время с этим меньше, потому что начинался мой путь как бы не с этого, не с поездов. То есть я рисовал не ради поездов, и для меня это больше мода. Когда пошло влияние, меня захватило, я был этому подвержен. Я делал много поездов, метро, все это было, все это осталось. Сейчас меньше, потому что это уже не так интересно. Это начинает входить просто в однообразие или какой-то фетиш. И если человек постоянно занимается рисованием на поездах, ну, это немножко однобоко и не совсем нормально. Ну, я говорю, это немножечко как фетишизм. Тем не менее, разнообразие всегда хорошо, когда ты делаешь то и то. В принципе, у меня так есть. И иногда для себя я рисую. Больше всего мне, может быть, нравится рисовать на товарных поездах, потому что мои рисунки были от Владивостока до Калининграда. И я получал отзывы, это очень приятно, когда это называется реальный трафик, когда рисунок курсирует. А на электричках у нас он буквально один день ездит. И какой смысл, ты рисуешь чисто ради фотографии. А к нам это пришло как мода через западные видео, и тогда у нас стартовала волна рисования на поездах. Все было именно так. Мне просто кажется, что сейчас разрисовать поезд, чтобы он на фоне развивающейся Москвы, которая все больше и больше становится европейской, он будет уже выглядеть как-то грязно и некрасиво, и уже, мне кажется, не хочется, чтобы такое было, в отличие от, там, как несколько лет назад это было очень прикольно, урбанистично выглядело. И сейчас, мне кажется, что граффити, которое нарисовано на какой-нибудь чистой стене и не окружено кучей грязных тегов, это вот классно, то есть до сих пор это имеет какую-то актуальность и выглядит хорошо в чертах города, а вот поезда разрисовывать, мне кажется, это уже, ну, такое. Граффити сама по себе немножко дерзкая культура, когда свое имя, вопреки всему, появляется в каких-то местах. И, естественно, оно как-то, может быть, не актуально, неприемлемо для окружающих, но не для самого художника, который хочет свое имя любым способом в том или ином месте разместить. Тебя же не спрашивают власти, там какие-то люди, где им размещать рекламу, которая тебе совершенно не нужна в том же самом метро. Также граффити может появляться там, где ты хотел бы его увидеть, и там, где ты бы его видеть не хотел. Ты сейчас большую часть своего времени тратишь на то, чтобы рисовать на улицах. Никто тебе за это не платит, но с тем уровнем, да, до которого ты уже дошел, с той техникой, которую ты выработал, ты мог бы начать работать в открытую, сотрудничать с брендами, делать какие-то творческие проекты, выставки, коллаборации с кем-то и зарабатывать на этом очень-очень неплохие деньги, как это и делают многие художники, как у нас, так и на Западе. Но ты предпочитаешь оставлять стрит-арт стрит-артом, вандализмом, да, и никаким образом не выходить на какой-то чистый заработок через то же самое искусство. С чем это связано, и не планируешь ли ты все-таки поменять свой вектор движения и начать уже выходить на какой-то честный заработок, открытый? Я пробую разные вещи, ничего не исключаю. Не сказал бы, что совсем улица. Я также пробую и холсты, и диджитал, все направления. Для меня нет каких-то ограничений, что я не могу зарабатывать. Если мне это будет интересно, я могу сотрудничать. Но опять же, я не хочу быть нацелен исключительно на коммерцию. Если, допустим, завтра к тебе обратится какой-то бренд и скажет, мы хотим с тобой там, не знаю, там лимитированную серию продуктов с твоим оформлением, например, сделать, ты согласишься на это? И вообще были ли такие предложения? Наверное, не было. Я бы это обдумал. В целом я не исключаю такой возможности, но и не гонюсь за этим.
возможно, я бы попробовал. Ты очень много путешествуешь, ездишь в Европу, в другие страны, и ты в прямом эфире, скажем так, да, здесь сейчас можешь наблюдать разницу, как искусство развивается там, как оно развивается у нас в России, что с граффити происходит у них и что у нас. Расскажи, пожалуйста, об этом, твои наблюдения, вообще, ты говоришь, что ты там новичок совершенно по их уровню, да, по тому, как у них это развивается. Как с этим там обстоят дела? Потому что я знаю, что, например, в Берлине граффити и стрит-арт это вообще является частью образа города, и власти намеренно ничего не закрашивают для того, чтобы туристы приезжали посмотреть на все это. У нас же с этим борются максимально как только могут. Вот как считаешь, с чем связана эта разница? И вот опять же, да, твои наблюдения за тем, как там культура это развивается. У нас как бы оно не будет развиваться, у нас больше идет все в рекламу, в политику, в ограничения. И вот это закрашивание, бесконечное граффити, это скорее как всеобщий контроль, вот эта теория разбитых окон, что если кругом граффити, то это как бы беспорядок. Поэтому у нас столько сил уделяют именно на закраску всего этого, на уничтожение, что как бы ничего нету, кругом охрана, кругом все под контролем. Если ты будешь в Европе, там нету турникетов, там нет металлоискателей, там нет охраны и такого ненормального количества, как у нас. Соответственно, к культуре там другое отношение, и оно там признается именно как искусство. У нас граффити именно идет как реклама больше, оно развивается и оплачивается именно в этом контексте, а не в том, что хочет рисовать художник, приносить какие-то свои идеи, это никому не интересно. То, что там настолько все открыто, мало запретов и так далее, как думаешь, это в лучшую сторону влияет на развитие их культуры? Конечно, она становится лучше, развивается, то есть каждый делает то, что он хочет. Иногда это как бы слишком распущено, когда какой-то член огромный рисует на доме, но тем не менее каждый делает, что хочет. И это не идет в минус, то есть это не превращается в какой-то трэш. Все равно культура развивается и становится интересней. Ты мне говорил, что у тебя 95% аудитории, там, Инстаграма, социальных сетей – это Запад. Как думаешь, почему так? Почему, хоть ты рисуешь здесь, но популярен ты почти по большей части именно там? Во-первых, удалось вырваться, во-вторых, у нас аудитория, которая интересуется граффити и стрит-артом, она в целом ограничена, и у меня она полностью собрана уже практически. Ну, то есть люди, которые, например, никогда не будут смотреть, но они знают обо мне. Есть люди, которые уже, скажем так, подписаны, и это ограниченное количество людей, его больше не может быть. А остальные все это с других стран по всему миру. Как ты планируешь развиваться дальше? Вот ты уже немножко сказал, что ты начинаешь уходить в диджитал. Планируешь ли ты, может быть, заняться скульптурой, уходить в какие-то виртуальная реальность, дополненная реальность, какие-то современные диджитальные фишки и так далее? Потому что сейчас это наиболее популярно и наиболее актуально, и все больше и больше художников начинают именно в этих форматах работать. Возможно, как идея, не знаю, там, выставка дополненной реальности или граффити дополненной реальности, когда город будет полностью чистым, и только через Google Glass ты ходишь и смотришь везде разные рисунки, да, и граффити, которые оставляют художники. То есть это какая-то, кстати, интересная концепция, когда город остается чистым, с властями не нужно бороться, но человек с помощью специальных средств может увидеть все, что любой человек захочет нарисовать на стенах. Да, это хорошая идея, стоит ее освоить. И вообще меня интересует не уходить куда-то, а просто пробовать разные форматы. При этом развивать также и свое классическое направление, и также похожие какие-то абстрактные направления, рисование персонажей и вот эта виртуальная реальность дополненная. Это все интересно, и я планирую также этим заниматься. Но это уже будет не стрит-арт, ты это понимаешь, это уже будет совершенно новая культура. Так же, как стрит-арт, это уже не граффити, но тем не менее ему есть место быть, его понимает большее количество людей, и именно поэтому также много людей из граффити классического, которое является написанием шрифтов и отличается от искусства именно то, что главным являются буквы. Оно уходит в стрит-арт, понятный всем, понятный многим. Это подкупает художников, которые пришли также с этого направления, и они уходят в стрит-арт. Также многие граффити или там брейкдансеры из хип-хопа, они уходят еще в рэп, так как это еще более популярное направление, хорошо монетизируемое и более широкое. Также ты еще рисуешь холсты, вот на фоне одного из которых ты сейчас сидишь. Почему ты решил начать рисовать холсты? То есть, получается, у тебя появилось какое-то желание все-таки кусочек улицы забрать домой, так скажем? Забрать и оставить, именно сохранить, потому что граффити уничтожается. И приятно, что этот кусок также имеет ценность какую-то, набирается, а не просто закрашивается каким-то рабочим. И поэтому это интересно. И изначально это было, то есть холсты никогда не отрицались.
Мне кто-то даже говорил, пробуй, делай на холстах. Я делал на холсте, потому что ты можешь проработать какую-то деталь, которую ты потом на улице также сможешь воплотить, но она у тебя уже будет на холсте отработанная. Плюс они сохраняются, это тоже интересно, хорошо. Но мне не нравятся художники, которые сконцентрированы только на холстах, делают исключительно принты, холсты, и их аккаунты смотришь просто смешно, там уже нет улицы, там чистая коммерция, составленная из этих работ. Недавно мне писал один парень, который говорит, я всю жизнь рисовал граффити, и вот сейчас мне 26 лет, и я немножко потерялся. Я, говорит, в один день проснулся и понял, что это все уже не актуально, а я только что и умею это рисовать баллончиками. И он не понимает, как это монетизировать, не понимает, куда идти. Какой бы ты дал совет таким ребятам, потому что я думаю, что сейчас таких очень много, кто большую часть своей жизни посвятил на это, а сейчас это, в один момент просто исчезло. Когда он начинал рисовать, он же, наверное, не думал о деньгах, то есть ему нужно было заниматься чем-то еще параллельно, чтобы иметь разные пути развития, а по одному пути ты можешь идти и зайти в тупик. Тогда приходится разворачивать и идти как-то заново, пробовать в этом что-то делать. Но граффити — это довольно сложно монетизируемая культура, и это скорее для понимающих людей, которых больше не тут, а на Западе. Но, тем не менее, можно пытаться, и многие граффити-художники немножко меняют направление, они занимаются каллиграфией, леттерингом, и у них всегда остаются варианты делать какие-то логотипы, получать заказы и в любом случае зарабатывать с этого деньги, не прикладывая особых усилий. Это не так сложно. Вот один из путей. Расскажи, как устроен твой обычный день? Я не планирую свой день, встаю, и как идет у меня, так идет. Я могу посвятить его работе, начать рисовать и очнуться голодным. И либо ничего не делать и просто искать какое-то вдохновение, или просто заниматься какими-то посторонними делами. Почему ты сохраняешь анонимность? Почему ты не выходишь в свет? Является ли это частью образа, либо это просто элементарная безопасность? Ну, я скорее так показываю, что на первом плане творчество, а личность позади, и оно скрыто под маской, то есть это не обо мне, это о моем творчестве, о стиле, который всем бросается в глаза, все должны видеть именно его. Можешь ли ты рассказать о каких-то художниках, иллюстраторах, может быть, каллиграфов, которые тебе самому близки, интересны, кто тебя вдохновляет, за чьими работами ты следишь? Я слежу за граффити-художниками по всему миру, как бы новаторами, которые придумывают новые идеи, новые стили, у кого появились какие-то новые фишки, я все это подчеркиваю. Больше как наблюдатель, потому что мне интересно именно развитие этой культуры и что с ней будет дальше, потому что прямо сейчас все не стоит на месте, все стремительно развивается, появляются новые типы видео, опять же, диджитал рисование, люди все прорабатывают, сейчас все очень продуктивные и очень высокий уровень, он постоянно растет, то есть все не стоит на месте, мне очень интересно все это наблюдать. Друзья, конкурс. Мы разыгрываем футболку вот с таким же принтом, как сейчас у Раска на худи. Для того, чтобы выиграть эту футболку, напишите в комментариях, как вы считаете, умерло ли граффити, что вы думаете по этому поводу. Защитите свою позицию, раскройте, расскажите, аргументируйте вообще, что и как в нашей стране сейчас с этим делом. Автор самого крутого, интересного и креативного ответа, не обязательно самого длинного, но самого интересного, получит эту тишку, и мы вместе с Раско выберем победителя. А так все, обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки, все ссылки на меня, на мой инстаграм, на мой подписывайтесь обязательно. Всем будут в описании под видео. Всем спасибо и до скорых встреч. Респект.